Всем привет! Сегодня будем тестировать видеокарту AMD Radeon HD 6670 с памятью GDDR5 объемом 1 ГБ. В связке с ней будет работать процессор Intel Xeon 1230V2 и 16 ГБ оперативной памяти с частотой 1600 МГц. Тесты проходили на Windows 10, мониторинг проводился программой MSI Afterburner. Тайм-коды в описании, итак начнем. Первая игра Warframe. Запускалась игра Full HD на минимальных настройках графики с масштабом рендеринга в 720p. Средний FPS держится около 45, иногда поднимается до 60 кадров в секунду. Следующая игра Rocket League. На минималках с максимальным масштабом рендеринга Full HD видеокарта показывает 35-40 кадров в секунду. По необходимости можно понизить масштаб рендеринга. Теперь тесты в Genshin Impact. Full HD на минималках с масштабом рендеринга чуть меньше 720p видеокарта выдает в среднем 40-50 кадров в секунду. В эпохе Империи 2 Definitive Edition во время бенчмарка на минимальных настройках графики HD 6670 показывает 25-30 кадров. Следующая игра Valorant. Full HD на минимальных настройках графики FPS выше 80 кадров в секунду. Надо отметить, что с таким фреймрейтом процессор нагружен в среднем выше 50%, поэтому с Core 2 Duo, а также Celeron и Pentium на 1156, 55, 50 и так далее сокете возможно будет упор в процессор. В мире танков в SD-клиенте с высокими настройками графики и динамическим масштабом рендеринга Full HD FPS колеблется около 60 кадров в секунду. Изменение масштаба рендеринга работает при просадках ниже 60 кадров в секунду. При высоком фреймрейте остается нативный масштаб рендеринга. Я выставил этот параметр, так как в снайперском режиме, как ни странно, FPS резко просаживался до 30-40 кадров. Также я решил протестировать видеокарту в игре StarCraft. Услышал про нее совсем случайно, и на низких настройках Full HD видеокарта в среднем 50 кадров в секунду. Следующая игра Splitgate. На минималках с масштабом рендеринга Full HD FPS выше 40 кадров. Apex Legends. В HD на минималках с низким качеством текстур в среднем около 30 кадров в секунду. Titanfall 2 запускался в Full HD на минимальных настройках, а также с низким качеством текстур, так как на минимальных было откровенное мыло. С такими настройками видеокарта выдает до 25 и выше кадров в секунду, что не очень хорошо, поэтому лучше выставить разрешение пониже.
Payday 2 Full HD на минимальных настройках графики, но с максимальным качеством текстур FPS держится в среднем около 30-35 кадров в секунду. Wreckfest запускался в HD разрешении и на минималках FPS выше 25 кадров. Need for Speed Rivals запускалась в HD разрешении на минимальных настройках с исправленным текстовиком. Файл находится в стандартной папке для документов в папке игры. Выставленные параметры графики сейчас на экране. Ограничение кадров на 30 включено по умолчанию. При снятии появляются баги. Средний FPS никогда не опускается ниже 30. В оригинальной второй части Мафии на минималках Full HD видеокарта в сложной сцене выдает от 35 кадров. В среднем показывает 45 кадров в секунду. Far Cry 3 в HD на минимальных настройках графики со включенной технологией HDAO, средний FPS около 55 кадров в секунду. Видеопамять карточки в этой игре нагружена меньше 50%, поэтому параметр качества текстур можно повысить. Far Cry 4 в HD на минималках видеокарта выдает в среднем 35-40 кадров. Игра Far Cry Primal также в HD, почти играбельна. На минималках средний FPS около 25 кадров в секунду. Dying Light в HD на минималках средний FPS около 40 кадров в секунду. Dragon Age Inquisition на низких настройках Full HD при рендеринге в 720p HD 6670 выдает в среднем 30 кадров. Для 60 кадров в секунду можно понизить масштабы рендеринга. В третьей части Mass Effect Full HD на низких настройках средний FPS 45 кадров в секунду.
Видеокарта в игре Remember Me на высоких настройках Full HD выдает в среднем 60 кадров в секунду. У меня уже были некоторые тесты по этой видеокарте, вкратце вот результаты. Игры Control и Valheim на минимальных настройках не выдавали играбельного FPS, а игры такие как Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Doom Eternal, Project Cars 3 запускались и вылетали с ошибками. Какой можно подвести итог? HD 6670 без проблем тянет некоторые AAA и популярные онлайн-проекты. Единственный неприятный пункт — это старые драйвера. Последние драйвера выпускались в 2016 году. В случае, если нужна игровая затычка за очень недорого, это неплохой вариант. Только надо обращать внимание, никакой GDDR 3 памяти. Аналогом для HD 6670 от Nvidia по производительности это GT 730 с тем же типом памяти. У GT 730 есть некоторые преимущества. Это свежие драйвера и полноценная поддержка DirectX 12. При этом на БУ рынке она примерно в 2 раза дороже конкурента. Если у вас был опыт игры или работы в специальном софте на HD 6670, буду рад прочитать ваши комментарии. На этом все, до следующего видео.